Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Мы продолжаем заниматься ГАЗ-63 63-го года, и в этом году ему 63 года. Огромное всем спасибо за поддержку в комментариях под предыдущей серией. Всем огромное от души спасибо. Уже проходит время и чуть-чуть легче становится, и как всегда говорят, что время лечит, поэтому будем заниматься и таким образом немножко окунаться в историю, немножко окунаться в прошлое, ну и верить в светлое будущее. Вам я желаю, друзья, приятного просмотра. Поддержите нас, это очень важно. Ну и, конечно, не забывайте подписаться на Boosty, если у вас есть такое желание и возможность. Все, присаживаемся поудобнее, но мы начинаем заниматься нашим ГАЗ-63. Здесь крепится вот на таких стремянках. Сколько они тут? На 27. Вот. Нужно их сейчас будет потихоньку все открутить. Ну, вроде идет. Животворящая ВДшка работает. Воюем здесь со стремянками. Вот эта стремянка просто ничем не открутить, блин. Придется сейчас отпиливать. Будем отпиливать. Вариантов нету, к сожалению. Вот, так что сейчас запускаем кран и снимаем кузовок. Все? Угу. Что-то кузовок развалился весь. Туда с собой? Не, там положено. Без кузова газончик выглядит гораздо лучше. Прям красота. Задний мост. Рама в хорошем состоянии у него. Все четенько. Ну, следующее будем снимать кабину, я так понимаю. Вот. Я вижу крепление здесь. Да, по-любому надо снимать, чтобы все это сделать красиво. Вот. Сейчас пробовали запускать, запустился вообще без вопросов. Работает четенько. Тем более бензин у нас не супер качественный, вот такой какой-то. Че он стал красным? Друзья, у нас тут внезапная операция. Вон так выглядит наша операция. Везем погрузчика на объект, потому что там привезли брату на кладбище песок. Нужно его срочно там разровнять. Загрузили погрузчик на Volvo и сейчас поедем. Наша первая работа. У нас, кстати, поплыл дозатор, и нам пришлось его поменять. Через верх поплыл, через верхнее отверстие, но нам повезло, у нас оказалось в наличии. Вот, когда-то от КРАЗа остался, и так поменяли, вроде сейчас работает нормально. Закидываем ключи и погнали. Ну вот мы въезжаем в город, здесь справа наше кладбище, сейчас покажу вам. Здесь Андрей похоронен прямо здесь у края кладбища, и каждый раз я еду и постоянно его вижу. То есть тоже очень удобно. Вот здесь вот свежая могила, где ОСБ плита лежит. Вот здесь его могила. Может, кто-то когда-то там из знакомых, из наших захочет посетить, то может зайти без проблем. Но мы сейчас разгрузимся здесь где-то, и нам нужно завести к нему на могилу чуть-чуть песочка подсыпать. Вот такая у нас задача сегодня. Ольвочка бедная, блин. Стояла и поехала. Не подводит, это самое главное. Вот здесь и разгрузимся.
Монтажерщик работу сделал. Вот здесь у нас нарисовалась проблемка. Подтекает маслице. Вот так все норм. Леш, ну как? Свежо в тракторе? Очень, весь мокрый. Ну, нормально едет он? Ну, нормально. Ну, видишь, портовая высылатель правая. Сзади. Ага. И по центру что-то капает. По центру это с мотора. Да, именно с того щита. Да. Ну там нужно просто заделать дырочку чуть-чуть. Прокладку эту. Ну, посмотрим. Вот так вроде бортовая пока что. Правая задняя. Это возможно из-за тормозов, кстати. Может, это тормоза поплыли. Ну, без приключений тут никак. Товарищи, мы начинаем разборку и кабины. Решили мы все разбирать здесь. Снимаем крылья, кабину и будем, возможно, пескоструить раму. Посмотрим, как там у нас запись. Потому что в сезон, сами понимаете, летом добиться пескоструя очень тяжело. Но, возможно, наши друзья пойдут к нам навстречу и помогут с этим делом. Вы все пишете, что нужно обзавестись своим пескоструем. Да, я не спорю, но это очень серьезное оборудование. Мелкий пескоструй в наших работах он не спасет, потому что нам нужно пескоструить раму, нам нужно пескоструить огромные диски. Это не работает. То есть маленький пескоструй, который мы можем, ну, позволить себе, то есть минимальный бытовой, это вот жуков гонять, знаете, на машине, там на крылышках, тогда да. Но в нашей обстановке это, ну, абсолютно не подойдет. Нужен большой объемный пескоструй. Поэтому пока что будем пользоваться услугами, а там посмотрим. Разбираем. Друзья, мне по работе и делам частенько приходится кататься в Россию, и вечно стоит вопрос звонков и связи. У всех разные операторы, а следить, кому из друзей и родных я чаще звоню и с кем дольше разговариваю, проблематично. Плюс приходится вечно следить за балансом и его пополнением. Так что я был очень рад, когда узнал про новую фишку от Билайна. Они добавили возможность общаться с абонентами любых операторов абсолютно безлимитно. Теперь в любимые номера можно добавить до 5 абонентов, после чего вы сможете общаться с ними безлимитно, вне зависимости от того, чем они пользуются. А еще можно просматривать баланс подключенных номеров, их тарифный план и остаток минут и гигабайтов. А при необходимости пополнять баланс без комиссии, в том числе со счета Билайна. Аналогичных предложений на рынке сейчас не предоставляет ни один оператор. А стоит такая подписка всего 290 рублей в месяц. Зато голова ни о чем не болит и постоянно остаюсь на связи. Так что, друзья, помните, с Билайном любимые, любые. А ссылочки и подробности, как всегда, в описании. Есть. Да. Так, откручиваю крыло, теперь есть шансы. Попробуй. Там, наверное, так, в корпусе. Наверное, внутри в салоне, да? Газу, Леша. Все разворачивается. Ну вот, немножко мы подразобрали. И будем сейчас дальше крутить болтики потихоньку, не спеша. Сейчас отсоединим масляный радиатор. И будем переходить к снятию кабины. Вот, сейчас уже открывается доступ. Сразу все видно, что как.
Здесь можно хорошо все отмыть тщательно. И вот эта вот конструкция. Непонятная, но очень интересная. Видите, как она внутри устроена? Чтобы пламя заворачивалось и доходило до самого низа. Конечно, круто. Она даже насквозь там. А, ну да, Здесь оно же вода. поддон. Здесь Да. вода. А там поддон Ну. греет, видишь? Ну, офигенная тема, кстати. Иди с той стороны. Дает перекрещить. Идем возьми. Вот. Отлично. Смотришь на технологии, которые применены для постройки этого автомобиля, и поражаешься порой. Педали сделаны разборные, вот в таком виде, чтобы можно было их просунуть через лючки. Лючок этот один открутили, сейчас вот Леша откручивает второй. Поворачиваешь лючок, снимаешь лючок, все, кабину снимай. Обычно это проблема, всегда нужно то ли педали откручивать, то ли снимать. Вот, а здесь инженеры продумали все это заранее. Открутили мы всю кабину по периметру. Сзади 2 подушки и спереди 2 подушки. Сейчас еще перепроверим. Там нужно открутить электрику, проводку. Вот. И будем снимать кабину. Покажи, Леша, как снимается лючок. Ну вот так. Инженерам, конечно, лайк. Вопросов нет, но кабину придется нам восстанавливать. А эти лючки открутил ты тоже? Да, открутил. Вот тут разъемный лючок. А этот, наверное, не снимется, да? Через верх надо. Ну вот этот рычаг будет мешать на передний мост. Ну, сейчас снимем аккуратненько. Так. Ну и минимальные подготовки нам остались. И будем здесь датчик, тросик спидометра тоже отсоединить. В общем, и будем поднимать кабину. Эх. Представляете, друзья, это ГАЗ-63 63-го года выпуска. И в этом году ему ровно 63 года. Вот такое бывает совпадение. Это очень символично, что именно в этом году мы начали его восстанавливать. Мы все подготовили, кабина готова к тому, чтобы ее снимать. Запускаем. Мазератти. Только надо паук снять. Возникла проблема с рулем. Я не знаю, видимо, здесь все-таки не разбирается эта конструкция. Вот, потому что мы пытались, но что-то у нас все ломается, блин, никак. Будем в итоге оставлять эту часть на месте. Вот, а кабину снимать. Я не знаю, кто разбирал это. Подскажите, если разбирали. Реально тут вообще ее снять? Но насколько я помню из детства, всегда вот эти рулевые колонки СССРовские шли с этой палкой. Вот, в сборе. Ну, сейчас попробуем снимать. Надеюсь, все отсоединили. Ну вот, новый вид газончика. Так он выглядит здесь. Ну, сейчас удобно. Можно и коробку сразу обслужить, этот сальник обслужить, мотор. Все, что нам нужно, можно теперь обслужить. Здесь какая-то дыра.
непонятное. Это сцепление. Это тормоз. Ну вот. Уже совсем другой вид. Сейчас нам нужно еще снять этот бампер. Его тоже нужно равнять будет. Вот обязательно его надо снимать. Так его не выровняешь. Ну и мотор, естественно, помоем. Все сделаем как надо. Так. Ну все-таки это лонжероны выгнуты. Видишь, они крюки. Надо будет равнять. Да. Это все должно быть ровнее. Ну все, друзья, следующий этап. Это мойка. Нужно все это тщательно отмыть. Сейчас возьмем керхер наш. И после этого будем принимать решение по пескострую и по дальнейшим нашим действиям. Отмывается. И под слоем грязи вполне, ну, кое-где хорошее состояние рамы. Смотрите. Очень хорошее состояние. Но слой грязи такой, что мою уже я 3-й раз, друзья. И очень-очень проблематично это. Очень такая грязь закоревшая. Просто ужас. Я не знаю. Ну, она вековая. Вековая здесь. Ну, сейчас еще возьму шпателек. Потом буду копошиться, очищать. Вот, потихоньку мы его отмоем. Вот такая здесь рама, какой-то номер нашли, 27150. Ну посмотрим, может это номер рамы, не знаю. Ну так, все потихоньку, сейчас будет красота, это однозначно. И вы знаете, когда-то мой покойный брат говорил, что газончик в хорошем состоянии, но первое впечатление о нем было, что он ужасно выглядит и в ужасном состоянии, но на самом деле, видимо, у него вот этот то ли 13 тысяч пробега. Возможно, это оригинальный пробег, потому что когда я откручивал привод спидометра на раздатке, то там еще пломба стояла. Поэтому, ну, возможно, почему бы нет, потому что выработки в рессорах нету. Мосты, ну вот смотрите, аккуратненький красивый мост в родной краске даже. Вот, поэтому, может быть, и это его родной пробег, не знаю. Продолжаем работать. Мойка, мойка, мойка. После мойки мы решили потихоньку начать заниматься уже восстановительными работами, пока будем ждать пескоструй. К сожалению, в ближайшее время передают целую неделю дождей. Возможно, нам придется немножко отложить наше восстановление, но мы снимем мотор, еще не снимали, и перевезем все детали вовнутрь в гараж, чтобы мы, если что, могли их готовить уже к покраске. И параллельно Леша там подварил немножко полики нижние, то есть потихоньку начинается процесс восстановления. И сейчас попробуем восстановить бампер. Он выглядит ужасно, но попытаемся хотя бы минимально его подровнять. Начинаем демонтаж двигателя, чтобы подготовить все под пескоструй, нашу раму. Передают в ближайшие дни дожди, поэтому нужно оперативненько нам снять и затащить это все в гараж. Двигатель крепится на 4 опорах. Вот одну Леша крутит, 2 в передней части двигателя и 1 еще вот здесь. Она немножко такая стрёмненькая, кстати, с сюрпризом, потому что болт не вынется.
будет висеть. Но ничего страшного, нас это не пугает, естественно. Ну и, в принципе, отсоединить кардан, 2 тяги. Они тоже здесь достаточно сильно закоревшие, но 3 тяги еще на ручник тяга. Вот, Всё, и, да, в принципе, сейчас отсоединим и будем поднимать. Прикинь, Что там? сюда его держал. Ну, пока что, кстати, получается синхронно. Да, я попробую. не пойдет. Такие гайки обычно пальцами откручиваю. Бля. Все, один болтик остался. И еще нам нужно снять подогреватель тоже. Надо крутнуть его. Да, я так, если... Мотор пошевелю. Стоит плотно. Да, это не проблема. Что когда? Мы по катушке поедем. А что такое по катушке? Это когда берем тачку какую-нибудь и летим кататься в грязь или так. Просто отдыхать. Трос тягать. Наверное, это интересно. Да. Надо попробовать. Как мне достать этого, блин, паука? Там шланг где-то или что? Да. Если захотеть, надо просто и все. Да. Вот такой подогреватель. Классно. Ну, мне интересно, да. Лампу сюда вставил и все, нагрел мотор, прикинь. Вообще тема. Подушки мы все открутили. Осталось 3 тяги и карданчик. Открутили мы болты крепления мотора очень быстро. А вот с тягами мы прикурили уже, наверное, на час. Мучаемся, ничего сделать не можем. Со сцеплением тоже не можем выбить. Уже и грели, и... Ну, сейчас вот повезло. Удалось выбить фиксирующий шплинт. И, в принципе, есть надежда, что он пойдет. С этими тоже провозились. Вот здесь настолько все вкорело. Просто ужас. Ну, вроде бы отсоединили. Кардан тоже отключен. И, в принципе, осталось вот только этот чопик. Леш, ну попробуй, может, его. Может, пойдет вместе со зрителями. Как его вот не ударить, правда? Убивай как хочешь. Не идет? О! Ну-ка, пошел туда. Все, сейчас пойдет. Ну все, сейчас выбьем. Все-таки температура делает вещи. Все, наверное, кусачками сейчас его попробуем. Или плоскогубцами. Держи. Все? Все, да. Пригоняем погрузчик. Сейчас увезем кабину в гараж, а потом увезем мотор. Все, двигатель снят. Можно вести раму на пескоструй. Да, Юр? И колеса заодно. Да. От Вольвы.
такие подушки. Состояние огонь. Машина из Европы. Свежепригнанная. Не бита, не крашена. Так, все, привезли. Сейчас хотим снять коробку. Вот эту вот. О, это половинки, как в Вольве. Вот Да. это техника. Прикинь, 63-й год. Половинки были уже. Чик. Поехал. И тут половинки. Да, у него 26 передач. Так, сейчас снимем коробку. Надо посмотреть, что там за причина в такой большой утечке. Потому что нехорошо, что оно так плывет. Так, подождите, мальцы, берегите пальцы. Пружинку вот эту надо соединить. Лёш, давай скорее. Там загнуто оно все. Нет, тут потому что выжимном должен пойти. Ну что же выжимной? Ну как здесь, сухо? Ну, вроде да. Сейчас, ну как, не особо сухо. Может, она здесь и плывет, кстати. Да? Карабас? Не. Надо снимать кожу. Не, здесь вроде все нормально. Лёш. А, вот что мы все-таки оторвали, видишь? Шланг смазки. Нет, он был давно оторван. Ну, оно не свежее. Ну, хрен его знает. Может и так. Скорее всего, там плывет. Нужно А вот это шланг смазки, да? Да. Может, это смазкой плывет? Ее смазывали, она течет. Нет. Надо кожух откручивать, а кожух откручивать мы не можем. Почему? Опускать Просто нужно мотор, и Кто-то надо зацепил стартер его? снимать. Мы пытаемся проверить, что у нас плыло. И вот подсоединили дрель. В эту сторону? Да. Не, так не надо сильно. Ну вот. Что стучит там? Понятно. Вот, а теперь заднюю. Давай. Ну как, включай передачу. Да давай, погоняй чуть-чуть, хоть поработай. Ну так если что надо и коробку разбирать. Нет, я не могу, сейчас вылетит эта дрель. Не вылетит она. Ну что-то стучит, это не я стучит. Это шестерня пытается он захватиться. Да включи передачу. Что это? Включи самую большую. А самую маленькую, давай. Мы раскручиваем кожух и поражаемся тому, что все болты просто в оригинале. Никто здесь ни разу ничего не крутил. Все завод. Это, конечно, очень круто. Вот, потому что все граверки, ну, видно даже вообще никаких следов, что здесь кто-то откручивал стартер там или что-то еще. Абсолютно все завод. На советский двигатель надо советский инструмент. Да, Надо такую отверточку, вот она все сделает. отверточка сама. Подожди. А зачем стартер снимать? Сильно сказал. Чтобы вас не убило этим колоколом вместе со стартером. Стой. Юра. Ты еще не снял Давай, стартер. ты не успеваешь, Да, Лёша. давай, Леша, побыстрее. Не спешите, вы сейчас разберете, а мне потом одному собирай, блин. Ты главное, Один в рейс, второй домой. ты главное вспоминай, где гайки лежат. Тут не все так просто, как вам сейчас кажется. Подожди. Стой. Вы уже уперлись в маховик, чуваки. Надо через низ откручивать корзину сцепления. Ё-моё. Давай. Мы сейчас сюда поднимем. Давай, вот Милоки. Макиту, то есть, и баха ему. Ты думаешь? Да. Стопудово, тут без вариантов. Это же советский аппарат. Потом еще и маховик будем откручивать через сюда. Вот это задача у нас. Так а вот можно снять окошки и выкрутить. Так во, крути, вот. Там же простор. Снял ее? Как мы вынимали.
Ты хоть руку не прибил? Немножко. Я не думал, что он такой тяжелый. Как там диск выглядит? Хороший. Маховик на шплинтах. Я офигею. Ё-моё. Кто здесь придумал, блин, на шплинты это все делать? Я понимаю, что это надежно, но в обслуживании это, конечно, жестко. А если это еще в дороге? Песня. Видимо, мы нашли причину, друзья. В общем, вот здесь дырка. Вот. Прям туда проволока залазит. Вот. Опа! Да. Поддон. Как прям. там вкладыши этим пощупай, зазорчики проволокой. Вкладыши? О, да, нормально все. А компрессию чувствуешь? Вот оно и плыло, по этой фигне стекало. И сюда текло. Ну, ладно. Хорошо, хоть не набивка, потому что это создало еще больше проблем. Предлагаю Значит, заварить. Нет, мы сейчас Ничего делать не будем. уплотним, снимем поддон и посмотрим, Нет. что и как там. Мы за это сейчас заклеим отверстие еще. Не. Да. Порылся я. Оказывается, на Озоне есть прокладки поддона. Заказал, но их ждать нужно неделю. Поэтому у нас спешки нету. У нас еще предостаточно работы. Сейчас будем потихоньку заниматься нашей кабиной, крыльями, вот этими вещами. Потому что работы здесь хватает. И потом, когда придет прокладка, мы поменяем прокладку поддона. Вот полностью все. И это дело соберем. Вот, так что пока что откладываем мотор, занимаемся кузовщиной. Готов? Давай. Да, колхоз лютый. Отвалилось лучше все. Но это не заводские, не оригинальные зеркала. Здесь должно одно стоять зеркало, насколько я знаю. Не знаю, не уверен, но... Ну, наверное, скорее всего. Да. Да. Скорее всего так. Ну, мы пока что снимем, а там потом посмотрим, будем принимать решение. Возможно, просто поставим одно оригинальное зеркало. Ну как, Лёш? Все отлично. Не зря я в рихтовочном цехе 20 лет, блин, оттарабанил. Ох, что-то голова. Вверх ногами стучать. Песня. Как с завода, да? Ну. Надо еще взять молоточек, вот так вот аккуратненько пройти ее легонько. По чуть-чуть. Будет вообще четко. В сравнении с тем, что было, да? Небо и земля. Ну и становиться сюда нельзя. Табличку надо повесить. Юра там разбирает рамку лобового стекла. В общем, прикурили мы, друзья. Не можем понять, как эта технология устроена, но сейчас разобрались. Рамка раздвигается просто на две части. Вот так вот. Чик. Низ уходит вниз, а верх уходит вверх. И там все пообломалось. Ну, пытаемся он сейчас разобрать. Вроде у Юры уже получается чуть-чуть. Да, я посмотрю. Юр, получилось у тебя, да, здесь вынуть? Но она Офигеть. все равно отломалась. Ну ладно, это мы, Тут если она что, просто сваркой вставка схватим. вставляется туда. Ну, непонятно. И с той стороны то же самое. Но не спеши, нельзя ее согнуть. То, что нам она нужна живая, целая, чтобы была. И вот представляете, она вот так вот выдвигается. Конечно, жуткая конструкция. Вот, Леша разбирает, снимает бак. Я же обратно молотком пытаюсь выравнивать вот эти вмятины. Тоже по чуть-чуть, потихоньку. Здесь никак не достать ребро жесткости внутри. Вот, так что пробуем.
Мы пытаемся эту схему разгадать, но вроде бы у нас получилось. Вся проблема заключалась в том, что у нас просто загнили эти направляйки. Юр, там мимо резинки, наверное, а? Смотри, я не вижу Да. точно. Ты уверен? Да. Стукнем еще. Фигня такая. Не садится. Пускай вот так. Ну, она просто рамку раз это самое. Это не равняйся, не равняйся. Ну-ка, подожди. Свою Стой, вот тут резинка плохо становится. Вот тут вот. Стой, стой. Не-не-не. Через верх, ага, вот так. Дим, смажь, наверное, резинку, а? Это не наш метод. Стой, ты ж везде цель. Стой, вот оно мимо тут. Бляха-муха, конечно. Конструкция, мама, не горюй. Нет, Юр, надо тут Юра поднимать. много засунул. Да, поднимай. Поднимай. Стоп. Потом, блин, что это в сварке все стекла, да? Ну, Придерживай рукой. жмани, блин. Фигня. Не можешь жмануть? Так уже все, с той стороны. Оно кажется тут просто разорвано. С той стороны вон, короче, соединилось. Все. Предлагаю его поставить. Не все, серединка. Серединку прихвати. Все, намалек. Ну-ка, открывай. Ты сам открывай. Опа. Есть. Ну так, Вот так и ты ставь теперь. у меня же болта нету. Ну да, у тебя одного нету болта, согласен. Дайте болт на хрена. А то мы потом разобьем стекло. Да, надо ставить. Установили мы стекло. Пробуем опускать. Юр, ты готов? Да. Чик. И закрывай. Все четко. Нормально. Слушай, классно село, нормально. Ну, А всё оно как хорошо. раз подвыровняется. Одна большая проблема — это вот старая убитая резинка, к сожалению. Ну, хотя бы уже стекло становится, это хорошая новость. Все четенько. Надо подбить. Но здесь еще вот надо будет подварить, зачистить. Но мы его будем снимать обязательно. Можно заклеить, ну, резинку потом. Надо посмотреть, может они такие существуют. Слушай, нравится, она похожа на танк на какой-то. Не, классно. Это они, конечно, круто сделали, но придумать механизм, чтобы это все поднималось, чтобы завесы в плоскости были. Хорошо, И что все вы это их не под вырвали. углом. В общем, инженерам лайк, наверное, больше, нежели чем дизлайк за такую конструкцию. В принципе, стекло собирать несложно, если оно все не Ну, если вкоревшее. болты эти выкрутились, вообще без Вообще проблем. никаких проблем. Продолжаем ремонт.
Ну что ж, поработали мы здесь буквально 1,5 денька. И вот такой результат вышел у нас. Капот готов под грунтовку. Также готовы крылья. Вот. Ну, вставки. Основные крылья тоже зачищены до металла. И крылышки, вот эти внутренние брызговики. Внутреннюю часть прошли преобразователем ржавчины. Тоже зачистили, но здесь зачистили до голого металла. Сейчас наша задача, дождик нас, к сожалению, загнал вовнутрь, в гараж, будем сейчас все это грунтовать. Вот, поэтому скучноватая работа, но работы очень много, друзья, очень много закадровой, но я тоже как бы, ну, не совсем интересно, наверное, вам это показывать, но легонько будем показывать. Леша там чистит решетку радиатора, это по сути последний мелкий элемент, который нам нужно сделать. И после этого... Сейчас загрунтуемся, отложим эти детали в сторонку и будем начинать заниматься кабиной. Очень объемный кусок работы нам предстоит, но никуда от него не денешься. Нужно будет тоже ее подготовить, перевернуть, зачистить днище и пытаться ее зачищать, как-то готовить под покраску. Так что работаем. Огромное всем... Огромное от души спасибо за поддержку. Если у вас, кстати, есть желание поддержать наши работы, наши, можно сказать, мучения в гараже, потому что температура зашкаливает, блин, жарища. Вот. И если у вас есть желание поддержать нас, то вы можете подписаться на Boosty, тем самым будете получать доступ к контенту основному всему. А также каждые 2-3 дня я выкладываю маленькие видосы о том, что у нас происходит здесь практически онлайн в гараже. Так что можете подписываться, там подписка стоит недорого, но очень интересно. Все, друзья, процесс пошел. Грунтуем. Это очень хорошо уже, наконец-то, блин. Мне кажется, будет красиво. Да, вмятины есть, но, как говорят, раны украшают настоящего мужчину. Вот такая вот у нас будет красота. Но... Восстанавливаем мы его не в идеал, там, что у нас какая-то реставрация. Нет, просто хочется его вернуть к жизни и привести в порядок. А еще хотел с вами поделиться одной вещью, которую, ну, не всем понять. И тяжело восстанавливать машину с настроением и с осознанием того, что ты делаешь как бы уже в память о ком-то. Я теперь понимаю родственников, которые продают технику вот так вот после смерти, потому что тяжеловато это. Вы знаете, тяжеловато. Ты постоянно думаешь об этом, ты постоянно в этой вот мысли, в голове постоянно вспоминаешь это все. Может, оно и хорошо, но морально это достаточно тяжело. На самом деле. Поэтому, но мы, естественно, отступать не будем, мы все, но вообще тяжело. Тяжело вот так вот восстанавливать технику в память о ком-то. Очень тяжело. Но сделаем. Будет красавец. Мы загрунтовали все детали. Блин, на капот не хватило грунта. Представляете? Но завтра докупим в магазине и догрунтуем. Вот. А сейчас нам позвонили, сказали, что завтра можно привозить раму. Так что сейчас Леша запустил погрузчика. Запустили Вольву и поедем, загрузим нашу раму, а завтра уже с утра ее завезем. Так что хорошие новости. Будет пескоструй. Вопрос только, когда они сделают, конечно, но обещают сделать. Ехать на Вольве — это отдельное такое, знаете, искусство. Она такая мягкая, так классно, так приятно на ней. Вообще. Леша там уже заезжает во двор. Сейчас зацепим нашу раму, загрузимся и завтра тогда ее затарабаним. Но завтра, блин, передают дождь. Не знаю, как они там будут пескоструить, либо просто оставим ее до возможности пескоструя. В общем, пока не знаю. Ну, как-нибудь что-нибудь будем думать. Все, отлично. Отлично, поехали.
Погрузчик тема, всегда постоянно нас выручает. И все-таки он не зря был установлен из хлама. Мы с ним, да, прикурили, не спорю, но зато теперь у нас есть очень серьезный помощник. Красивый, аккуратный, который готов к труду и обороне. Пойду разложу аппарели. Газончик, кстати, большой такой по сравнению с погрузчиком. Кстати, вот так вот попасть — это тоже искусство, когда ты ничего не видишь. Очень тяжело на самом-то деле. Но Леша справится, он у нас умничка в этом плане. Хорош! Все загрузили. Отлично. Красота. Ну что, друзья, на этом все. Огромное вам всем спасибо, что были с нами. Ну и спасибо, конечно же, за вашу поддержку. Каждому из вас я хочу пожелать только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Берегите здоровье и увидимся в следующих сериях. Всем пока.